Рисуем весенний пейзаж. Очень давно не выпускала видео именно с уроками по рисованию. К сожалению, не было настроения, но вот весна взяла свое, и не могу ее не нарисовать. И мы сегодня рисуем весенний пейзаж на рисовой бумаге, тушью и минеральными красками, используя каллиграфические кисти. Начинаем с работы тушью и делаем ей рисунок. Мы рисуем крышу корейского дома Ханок. Я работаю малой жесткой кистью. Эта кисть на себя берет минимум влаги, но все равно каждый раз лучше проверять себя кусочек рисовой бумаги или салфетку перед тем, как делать мазок. Проверить, сколько у вас влаги на кисти, потому что мы сейчас делаем рисунок, то есть мы контуром создаем фактуру, текстуру и структуру крыши дома. Мы работаем малой кистью, она дает малую линию, и вот этими малыми линиями мы точно так же, как если бы, например, создавали рисунок для акварели, для обычной нашей западной акварели карандашом, также мы сейчас и работаем черной тушью, но только это будет не просто рисунок карандашом, как в нашей западной акварели, это будет и цветовая часть рисунка тоже. Мы работаем темным активным цветом черной туши. Я ее не развожу в данном случае водой, чтобы получить более светлый оттенок. И сейчас рисую один из главных элементов крыши. Это вот такие вытянутые круглые балки, поэтому на концах вы видите некоторый овал. И мы должны нарисовать их достаточно большое количество вдоль всей крыши, и затем подвести вот так вот черточками и опять же полуовальчиками заполнить пространство между этими балками. Теперь мы начинаем прорисовывать детали, собственно говоря, крыши. Как вы видите, мы делаем очень много маленьких таких полосочек. Мы ничего детально стараемся не прорисовывать, просто мы даем человеку, смотрящему, понять, что это именно за крыша и какого именно азиатского дома. Корейские крыши отличаются и от китайских, и от японских. Здесь мы подведем более темную черту и продолжаем прорабатывать детали. В данный момент мы рисуем черепицу. Обратите внимание, что вот эти линии я чередую и рисую их между теми длинными овальными балками. Теперь, прорисовав эту черепицу, на самих вот этих длинных овальных балках мы тоже рисуем черепицу, но смотрите, что расстояние между ними большое, и линии, которыми мы их прорисуем, они овальные. Теперь мы каждую из этих длинных овальных балок мы подчеркнем более темной линией с одной стороны, в данном случае с левой. И внизу такой уже подсохшей кистью, но с наличием чернил, мы, поскрябывая по бумаге, прорисуем несколько столбов, поддерживающих крышу дома. И кистью, точно такой же кистью, полусухой, мы, поскрябывая по бумаге, затемняем вот это место слева со стороны около крыши, и затем внизу под крышей тоже немного затемняем. Затем мы наберем на кисти немного больше влаги, но тем не менее она должна быть полусуховатая. И разведем тушь до средне-серого оттенка. Наберем ее на кисть, и вот такими легкими движениями мы, проходясь по бумаге, намечаем места для расположения будущих объектов. В данном случае это будут кусты сливы, и немного затемняем еще некоторые места. Также мы делаем такой своего рода подмалевок. Скоро мы перестанем работать в черно-белом рисунке и перейдем к цвету. Тем же самым средне-серым оттенком туши мы точно так же, как намечали места для объектов, проходим по крыше. Как вы видите, я заполняю не все участки, как бы так слегка поскрябывая по крыше, захватывая некоторые места тушью. И затем края
краевые балки крыши и верхние мы уже так достаточно плотно закрашиваем средне-серым оттенком туши. И на этом наша работа в черно-белом рисунке закончится, только немного еще затемним некоторые места под крышей. Так, сейчас мы переходим к тому, что начинаем рисовать объекты, а именно мы намечаем кусты и деревья сливы. Как я говорила, не нужно ничего стараться слишком аккуратничать не нужно. Мы просто рисуем линии от точки до точки, либо точка начинается с бумаги и кончается на бумаге, либо начинается на бумаге и уходит потом в воздух. Мы работаем кончиком средней мягкой кисти и темным оттенком туши. Влаги на кисти по среднему. То есть не слишком много, не слишком мало, но чтобы линии все-таки не расплывались. И основной принцип, как я рисую сейчас дерево, это рогатка. То есть это палка, которая раздваивается, на нее насаживается следующая и опять раздваивается. И не старайтесь рисовать слишком много, это нам совершенно абсолютно не нужно. Теперь, когда весь черно-белый рисунок подсох, мы берем ярко-салатовый такой весенний цвет, разводим его немного, чтобы он не был слишком ярким, слишком броским. И уже с достаточным количеством влаги на кисти мы начинаем прорабатывать этим цветом некоторые участки. Опять же, не везде, по тому же принципу, как мы прежде работали с тушью, но в некоторых местах, так скажем, выборочно. У меня просто есть фотография референс, на которую я смотрю, на нее ориентируюсь. И коричневым цветом, разбавленным водой, чтобы оттенок был не слишком яркий, мы заполняем стену дома. Теперь мы переходим уже к самому главному этапу нашей работы, который отнимет больше всего времени. Я опять работаю малой жесткой кистью, можно взять среднюю кисть и работать самым ее кончиком, это просто уже кому как удобно. Мы наводим несколько оттенков розового или используем уже готовые цвета. Чтобы получить оттенки розового, надо просто красный смешать с белым и добавлять либо того более, чтобы получить разные оттенки. И в основном, работая мазком в виде точки, прижимая кончик кисти, оставляя точку и группируя эти точки рядом с друг другом, мы и заполняем кроны деревьев и кустов. Проработав некоторые участки розовым, мы переходим на ярко-салатовый цвет, но мы не будем его слишком много вводить, просто отметим им некоторые участки. Как я уже говорила, я придерживаюсь определенного референса, фотографии, с которой я рисую. Я ее потом выложу в комьюнити канала, и вы сможете на нее посмотреть. И теперь, уже проработав участки розовым и зеленым, мы переходим к основному цвету, которым будем работать уже до конца. Это белый. В азиатской акварели используются белилы, что меня очень радует, в отличие от западной акварели. И вот сегодня мы будем использовать их по полной. Набираем густой белый оттенок. Но в то же время должно быть и достаточно влаги на кисти, чтобы все-таки немного эта краска органично так расплывалась, но не слишком. Мы продолжаем работать в том же ритме, прорабатывать те участки, которые нам кажутся наиболее выгодными. И это последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, лайкайте, подписывайтесь и до новых встреч!